Здравствуйте! Вы смотрите передачу «С кем обедал воробей». С вами я, Арсений Кругов. Сегодня я нахожусь опять в Лондонском зоопарке, где мы поговорим с вами о трубкозубах. Ну а где же еще говорить об этих существах, ведь именно здесь, более 140 лет назад, в 1869 году, впервые были привезены в зоопарк эти животные. Выглядит трубкозуб очень странно. Глядя на него, можно подумать, что заяц, свинья и кенгуру поселились на Чернобыльской АЭС, вследствие чего они стали способны скрещиваться и давать фертильное потомство, то есть потомство, способное иметь детей. Именно из-за своего внешнего вида голландские колонисты, впервые увидевшие сие чудо, назвали его Аардва, что в переводе означает «земляной поросенок». Ученые до сих пор спорят о происхождении этого существа. Сначала ученые решили, что трубкозуб – это что-то типа муравья, только лысого, с длинными ушами, пятачком, розовый, ну, в общем, вообще не муравьед. К этому выводу ученые тоже пришли, но не сразу. Но установить, от кого он происходит, до сих пор никто не может. Так что одну очко в пользу креационистов. Кто не знает, это люди, считающие, что все, что мы видим, создал Бог за 7 дней. Что-то похожее на трубкозуба, как мы его знаем сейчас, появилось в мохнатом конце миоцена, в начале плейстоцена. И жило оно, в принципе, по большому счету, везде, начиная от Южной Европы и кончая лесами Мадагаскара. Но сейчас ареал трубкозуба гораздо меньше, и живет он в основном в Африке. Ну как в основном? Только в Африке-то он живет. Раньше жил в долине реки Нила и в горах Тассилии. То, что он жил в Египте, нашло свое отражение в голове бога Сета. На самом деле трубкозубы не очень-то заслужили такую честь, как украшать верхнюю часть бога Сета. Это ночные животные, живущие в норах, которые пальцем никого не тронули. Но это относится к тем моментам, когда на них никто не нападал. А вот если какому-нибудь животному в Африке, например, гиеновидной собаке, а они наряду с питонами главные враги трубкозубов. Так вот, если какая-нибудь гиеновидная собака решит напасть на несчастного трубкозуба, то тот либо закопается в землю, либо, если не успеет, упадет на спину и станет бить противника лапами и сильным хвостом. В новом трубкозубу живут все, кому не лень, начиная бородавочниками и кончая шакалами. Норы трубкозуба роют там, где земля помягче, поэтому они избегают болотистых местностей. В норе трубкозуба чаще всего 2-3 фута или выхода, большой, длинный, уходящий вглубь тоннель и большая камера, в которой живут трубкозубы. Подстилки, кстати, в оригинальной камере нет, а тут подстилку трубкозубам служит, ну, чтобы помягче и чтобы пожевать было что-нибудь, не вставая далеко. Вход в нору всегда самая узкая ее часть. Всего лишь каких-то 50-60 сантиметров в диаметре. Ну так, чтобы трубкозуб влез. Подстилки в норе нет, так же, как нет в ней и спальни, столовой, кухни, кабинета и санузла. Изредка трубкозубы вылазят из своих нор днем, чтобы погреться на солнышке. Ночь трубкозуба начинается где-то через час или два после захода солнца. В это время животное уже немного проголодалось и не прочь кем-нибудь закусить. Помните, я сказал, что трубкозубы в мирное время пальцем никого не трогают? Так вот, это так, трубкозубы трогают своих жертв языками. Дело в том, что жертвы трубкозубов – муравьи и термиты. Так вот, ночью трубкозуб вылазит из своей норы и начинает обход владений своих и муравейников. Словно монгольский хан, собирая еженочную дань с термитов и муравьев, которым не посчастливилось построить свою колонию на его земле. Своими лапами он проделает дыру, а затем лезет к термитам в гости вместе со своим языком. Понятное дело, что термиты пытаются обороняться, но у них это не выходит вообще. Дело в том, что укус термита для толстой кожи трубкозуба все равно, что маленький укольчик для человека, который он может даже не заметить. Но на этом беды термитов еще не заканчиваются. Дело в том, что за трубкозубами следуют земляные волки. Земляной волк — это не волк, вообще никакой не волк, как вам может показаться, это на самом деле гиена, которую почему-то называют волком. На этом
не кончаются странности земляного волка. Дело в том, что мало того, что он еще и не волк, а гиена, так он еще и не питается мясом, как все порядочные гиены, а питается насекомыми. Следовательно, за трубкозубом следуют земляные волки, потому что земляной волк не может пробить своей лапкой толстый свой термитник. В отличие от трубкозубов, у которых сил хватает и лапы мускулистые. За ночь трубкозуб сможет съесть до 50 тысяч термитов. Это ж какая потеря населения всего за одну ночь. Но есть и другая сторона. Трубкозуб питается разными насекомыми в разное время года. В влажный сезон трубкозуб почуется термитами, а в сухой – муравьями. Иногда трубкозуб посещает мысли от обеда и другими насекомыми, например, саранчой, личинками жуков или, на худой конец, грибочками или диким огурчиком. Неволе трубкозубов кормят чем угодно, но только не насекомых. Их кормят кашками, их кормят говядинкой, их кормят травкой. Ну, в общем, чем угодно. Но насекомых, я так понимаю, смотрителям жалко. А коровок и так привезут для тигров. Кто точно не знает, хранят ли трубкозубы верно своим супругам. Но, скорее всего, нет. Начинается жизнь трубкозуба после 7 месяцев беременности. Изредка у трубкозубов рождается двойня, но это очень редко. Через 2 недели после рождения детеныш выходит из норы. Ночью следом за мамой, чтобы та не потерялась. В 14 недель он и сам начинает есть муравьев, а в 16 перестает пить молоко. В 6 месяцев трубкозубчик роет свою норку, но переезжает туда только тогда, когда у мамы появляется новый ухажер. В год трубкозуб достигает размера взрослого. В природе трубкозуб может дожить до 18 лет, а в неволе до 24. Сейчас в лондонском зоопарке живут 2 трубкозуба – Отто и Миша. Отто привезли из немецкого зоопарка в декабре прошлого года для счастливой супружеской жизни с Мишей. Но Миша – это, вы ничего не думайте, Миша – это девочка, причем самая натуральная. И как и положено девушке при виде незнакомца мужского пола, она надавала ему синяков, ран и царапин. Как вы видите, они до сих пор заживают, и то только благодаря пластырям. Из необычных умений трубкозуба можно перечислить плавание, высокоскоростное рытье земли, 1 метр менее чем за 5 минут, и способность издавать звуки. Правда, издает он их только в случаях крайней нужды или от страха. Несмотря на то, что этих странных существ охотятся, этот вид не входит в список Красной книги. Но это не значит, что в него можно стрелять направо и налево. Сегодня все. С вами был Арсений Круглов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И не забывайте, что охранять надо животных, не только тех животных, которые находятся в опасности, но и тех, которые в опасности не находятся вообще.